Ставь лайк и подписывайся на канал, а в комментариях тебя ждет розыгрыш премиум аккаунта. Здравствуйте! Сегодня будем разговаривать про билды. Такой составим тир-лист для начинающих игроков, которые придут на европейский сервер и не будут знать, что нужно выкачать. Начнем с маленького, давайте с танков. Танки у нас, по факту, если вы играете на танке, то у вас один сет, который вам нужен будет для прокачки. Это булава одноручная. И я буду говорить сразу на 4-й тир вещей, а как к ним докачаться, вы уже сами там найдете. Булава, значит, в левую руку. Да лучше, чем молоток, лучше, чем одноручный ведь морской посох. Булава самое простое, самое лучшее оружие для начинающего танка. Потом меняется на булаву инкубы, и этого достаточно. На голову всегда шлем солдата, броню хранителя на тело и ботинки охотника. В левую руку берем щит, потом можем заменить туманный зов, если вы выживаете. Все очень просто. Скиллы позволяют пулить мобов. Я думаю, что вы и так понимаете танки, которые будут играть в группе. Броня позволяет впитывать очень много урона, шлем защититься от мощных каких-нибудь заклинаний, а ботинки вам нужны для будущего. Выкачивать их обязательно, ботинки охотника, они для PvP, и для PvE, и для всего вида контента, для танка прям must-have. Вот, дальше начнем с хилов. Хилы по факту тоже имеют один сет, который нужно будет выкачать. Он выглядит вот так. Это на голову колпак ученого, на тело мантия клирика, ботинки ученые или любые другие тканевые ботинки, палка священный посох, и в левую руку берем факел, потом заменяем на туманный зов. Все очень просто. Тут хилим, этим скиллом вторым, то есть вешкой, можем отталкивать противников, если начнется файт вокруг. Ешка просто очень много хилит, чем меньше хп у союзника, тем больше он выхилит. Если осталось 2 колбаски, то 40% хп, жмете его, и он выхилит вас намного больше, чем просто его использование. Но конечно, это очень быстро, поэтому использовать можно по-разному. Мантия клирика даст защиту, очень много раз спасет ваши жизни. Колпак ученого имеет скилл энергощит, который увеличивает вашу броню и сопротивление магии, и вы таким образом будете восстанавливать очень много маны, если вас будут бить. Ну и ботинки на ману. Вот любые магические, их выкачивать будем обязательно. А дальше вот у нас ДД. Какие сеты нужно будет выкачать для ДД? Обязательно будем качать кожаные куртки, обязательно будем качать латные сапоги и кожаные шлемы. Вот. Какой кожаный шлем лучше? Я думаю, выбирать именно, если исходя из ПВП, нужно либо из капюшона наемника. Имеет очень хороший скилл, замедляет скорость бега, замедляет скорость атаки, снижает наносимый урон и прерывает чтение заклинания. Плюс имеет небольшой дамаг. Либо капюшон охотника. Капюшон охотника имеет обратку, которая защитит вас от очень многих скиллов, увеличит ваше сопротивление и 85% урона отразит обратно во врага. Куртки нужно качать кожаные. Почему именно кожаные? Потому что кожаные куртки очень широко используются в разных видах контента. Куртка наемника, куртка охотника на некоторые билды и куртка убийцы используются в соло билдах при каком-нибудь ганге PvP, вхождение в Авалон, Инглу и прочих видах контента. Королевская куртка используется в Авалонах. Куртка лазутчика используется также в соло побегушках, в караптах используется, в Амгле, да везде используется куртка лазутчика. Адская куртка must-have на PvP. На small scale, на mid scale, на фарм статиков, просто на фарм. Адская куртка отличный вариант в дальнейшем. Куртка призрака очень ситуативная, но имеет очень сильный скилл самовоспламенения. Сейчас активно используется в Hellgate на шестах. Играют пары, получается, шесты и кинжал. На посох равновесия имеется в виду. Вот. Посох равновесия с этой курткой пожара очень много вносит урона, плюс кинжальчик дорезает. В Hellgate активно используется куртка призрака. Куртка туманного охотника вообще must-have, тоже в любом виде контента используется. Облако тумана очень сильный скилл для себя, этого их товарищей. А куртка упорства, иногда где-то используется. В основном фактурка использует ее в караптах, а так. Такое чисто. Но куртки в основном кожаные, все очень хороши, имеют очень много вариаций и очень полезны в любом виде контента. Поэтому
Как начинаем играть, качаем куртку охотника, это железобетонное. Капюшоны. Почему капюшоны тоже кожаные? Потому что в кожаных опять же больше всего используются и наемник, и охотник, и убийцы капюшон используются. И королевский капюшон используется в ЗВЗ, Small Scale, Mid Scale. Капюшон лазутчика, это она же открывашка, используется некоторыми билдами. Адский капюшон тоже используется. Призрак много где используется. Манного охотника, который дает тебе неубиваемость, вообще хороший капюшон, прям супер. Упорство, ну очень иногда. Вот видел в Hellgate 5 на 5 и 10 на 10, иногда прям вообще берут. Но тоже имеет место быть. Намного больше капюшонов используется кожаных, чем тканевых, например. Или чем тяжелых. Латных имеется в виду. Тканевые тоже хороши, но я рекомендую, если вы прям не знаете, что качать, качайте кожаные. Вот точно какой-то из них пригодится вам. А сапоги я как раз таки рекомендую качать не кожаные, а латные, потому что латные сапоги с бегом на хп вам спасут жизнь неоднократно. Плюс куча полезных сапогов. Сапоги солдата с долгим бегом, если его не спуржат. Вот. Да сапоги рыцаря. Ну, щиточек. Тоже для хелгейтов. Хранителя. Во многих билдах, караптах, хелгейтах. Много где используется. Королевские сапоги. Долго заряжаются, но потом быстро бегут. Ну, сапоги фактурки караптах. Могильные сапоги используются на ЗВЗ. Хорошие сапоги. Демонические, вообще ситуативные, но много кто берет. Много кто берет. Чем меньше жизни, тем быстрее бег. Нормальные сапоги. Сапоги вершителя для стоп-танков в основном. Так же, как и сапоги сумеречного ткача. Хорошие сапоги, но для стоп-танков. Ну и сапоги доблести тоже выбирают для ЗВЗ. Вот, некоторые люди. Хорошие сапоги, ничего не могу сказать. Лучше качать латные. Намного больше полезных сапогов именно в латной ветке, чем в кожаных, да, и чем тканевых тем более. Вот. Так, с сапогами разобрались. Значит, как выкачать, какие нужно билды. Обязательно вот так изначально, да. В левую руку берем факел, например, в правую руку топор. Самый популярный попсовый билд, он прост в прокачке, прост в освоении, прост в ПВП, если вы попадаете топорами. Если вы не попадаете топорами, вы умираете. Если вы попадаете топорами, все у вас хорошо. На кушку берем, ну, любой вам удобный скилл, либо массовую кушку, либо там одиночную кушку, разницы нет вообще. Вышку отбьем адреналина, ну и ешка, понятно, у нас бандит первый топор очень много урона носит, второй топор очень много хилит нас. Промазали, в основном умерли. Попали, хорошо, живем, сражаемся дальше до победного конца. Топор выкачивать советую. С топора, с ветки топоров качается очень много полезных пушек. Опять же, для хелгейтов коса и одноручный топор используется в любом виде PvE контентов. Для фармостатиков ава-топор выкачивается. Отличная полезная пушка для начала. Если вам не нравятся топоры, можете взять лук. Вот, вы можете выкачивать лук. Лук тоже используется в многих видах контента. Там есть длинный лук, вот, есть боевой лук для соло PvP, но это больше на любителя. Длинный лук хорошо используется. Лук Бадона используется в Авалоне, используется в статиках. Хороший лук. Птичка стрел используется на ЗВЗ, на Small Scale, на Mid Scale используется. Нормальная ветка луков тоже подойдет. По скиллам смотрите сами, смотря с чем вам удобнее играть. Вот. Ешка на луке очень простая, дает рывочек и ускоряет автоатаки. Простая в освоении пушка, как 3 рубля, бегаете, кайтите, стреляете, все у вас получится. Если не нравится лук, можно выкачать мечи. Мечи отличная ветка, особенно после бафа пушки. Теперь она делает рывочек, который, именно одиночная пушка имеется в виду, делает рывочек, который позволит вам добить, ну, немножко сократить дистанцию с противником. Но, как показывает практика, это немножко превращается в очень даже множко. Вот. Куча полезных вышек. Есть и прерывания, есть и руты, есть усиление защиты, но не на 4-м тире. Есть обратка, есть просто скилл, который дамажит. Куча полезных скиллов на вышке. Ешка простая у парных мечей, как 3 рубля. Попал, получил ускорение автоатаки, очень много надамажил. Получил под это дело жажду крови с куртки и выхилился на фулл хп. Полезная вещь, просто полезная. Не нравятся мечи, берем копья. Копья, отличные пушки. Копья, естественно, берем факел под них, в левую руку. Одноручное копье, это я имею в виду. Копья, отличная ветка, куча полезных
пушек, куча полезных пешек, ситуативная везде просто. Играет одноручное копье, вот эти два простых не играют, сапли копье играет, охотник за душами must have, и в смолскейле, мидскейле, ЗВЗ, в любом виде PvP контента, PvE, в Авалоне, в статиках, везде абсолютно. Охотник за душами супер играет, трезубец по ситуации, но тоже где-то играет. Копье рассвета, хорошая PvP пушка и новое копье, с которым сейчас бегают блогеры, стримеры и вовсю тестят, себя уже зарекомендовала, отличная тоже пушка. В дальнейшем будет только становиться популярнее и намного больше народу будет с ней играть. Но сейчас рекомендую начать с одноручного копья, а потом пересесть либо на копье цапли, если уж совсем богатый будете на старте сервера, то копье рассвета, если вы где-то выбьете вот обломок рукояти с Авалона. Копье рассвета супер пушка с МБЕшкой, которая снимает все положительные эффекты, вы можете использовать все что угодно. Заряды меча, бег, любое усиление, супер вообще, даже куртку, жажду крови с куртки наемника вы сможете спуржить. Отличная ешка просто. Копья простые, просто как 3 рубля. Очень больно бьет с руки. Пушка, которая увеличивает автоатаку с руки. И вешка. В основном на мобах используется лес копий, она просто много дамажит. Есть куча положительных вешек, которые все абсолютно играют в том или ином виде контента. Это увеличивает скорость передвижения, скорость бега. Калека позволяет играть хорошо против мечей, снимая им стаки, и они ничего не могут вам сделать. Вот, дальше у нас есть обратка. Обратка есть, но это вместо капюшона она отражает 100% входящего урона. Капюшон 85%. Соответственно, эта обратка получше. Плюс это кдшится намного быстрее. Если вы научитесь нажимать ее правильно, она работает 3,5 секунды. Восстановление у нее 10 секунд. Соответственно, 3,5 секунды можем не считать, если ее не прерывается. А она будет 6,5 секунд восстанавливаться. Каждые 6,5 секунд, если вы научитесь подлавливать противника на скиллах, вы будете отражать него 100% урона. Круто, круто. Вешка пронзания, с которой в основном все бегают, больно дамажит, замедляет на 50% на 5 секунд, это ого-го. И гарпун позволяет вам сбивать, например, ту же самую мантию культиста, где противник вынужден стоять, чтобы отхилиться. Другие какие-нибудь скиллы, подтянуть к себе противника, если он убегает. Отличная вешка, которая поможет вам в PvP. Очень рекомендую качать копья. Копья кайфовая ветка. Вот, если вы стреляете по магическим посохам, я рекомендую вам с самого начала обзавестись посохом проклятым. Он проще, чем ледяной посох, проще, чем огненный посох, тем более проще, чем аркан. Проклятый очень много дамажит. Просто навешиваем 4 стака скуханчиков. Вешка у нас есть, здесь луч порезка, если надо уменьшить броню противника. Если не надо, берете вешку вот эту, это осквернение у нас, и противник будет оставаться на месте. Навешиваете ему ешку и смотрите, чтобы он ее не спурджил или не нажал обратку, например, чтобы там уменьшить урон. Отразить ее назад не получится, но вот уменьшить урон получится. Когда противник отдал все сейвы, в общем, вешаете на него ешку. А если он вдруг нажмет какой-нибудь там сейв, вдруг банка будет или еще что-то, ничего страшного, ешка очень быстро восстанавливается, 14 секунд всего. Ждете, просто бегаете, навешиваете еще одну ешку, противник умирает при ПВП. Отличная пушка, научитесь грамотно играть, просто горе знать не будете. Вот, какой-то такой тир-лист у нас получился для сетов. Естественно, под проклятый посох можно взять друг выбрать. Не обязательно. Проклятый посох отлично подходит мантия клирика. Капюшон ученого может, колпак ученого взять под мантию клирика. Некоторые даже берут член солдат. Проклятый посох. Вот эти все билды, которые я перечислил, именно пушки, да, к ним в довесок можно брать любой тип брони, любой из вот этих, которые я предоставил в гайде. Просто одевайте любую пушку. Главное, не мешайте, например, вот парные мечи, там броню хранителя, да, колпак ученого и тканевые ботинки. Ничего путного из этого не выйдет. Вот если броню хранителя вы замените на мантию клирика, например, вместо наемника, у вас будет намного больше урона. Будет поменьше выживаемости, но больше урона. Как бы некоторые играют и так. Такие люди, которые уверены в собственных силах, что они вот точно выживут, им не нужно больше выживаемости, и бегают с мантией клирика. Сегодня все, что я хотел сказать. Еда и расходники, понятно, вначале
не будет никаких практически, будет морковный суп, да, банки там на второй день сварят малые эликсиры здоровья, дай бог. Вот, оно подходит всем. Для ДД, естественно, мы будем брать жаркое 4 тира. Для любых магов и хилов мы будем брать омлеты, хотя чернокнижнику можно взять жаркое, без проблем. Танку будем брать первые сэндвичи, ну, точнее 4-е сэндвичи. Но имеется в виду, первый сэндвич, который можно создать, это 4 тира. Вот. Зелья, ну, смотрите сами, если они вам нужны, ну, как бы даже 2-го уровня банка на 7% здоровья вам восстановит. 7%. В некоторых случаях это спасительная доза, которая позволит перевернуть сражение, если вы вовремя отойдете, проживете 9 секунд, за которые вам восстановится 7% здоровья, вы переиграете противника. Если вы там жадный какой-то, и не дай бог вам не хватит этих 2-3% жизни, ну вините только себя. Банки я все-таки рекомендую брать. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. С вами был Экскутер. Увидимся на просторах нового сервера Albion Online.